А сначала остановились несколько мотоциклистов, какой-то кипиш, гаишник такой: что у вас тут за кипиш? Они такие: да вот, нам бы его как-нибудь на обочину. Он такой: а давай перекрою. В общем, он перекрыл Садовое кольцо, и они его потихонечку на обочину. Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодняшнее видео я делаю с целью того, чтобы вы не допускали дорогостоящих ошибок при самостоятельном обслуживании Бургмана 650. Я как-то пытался рекламировать свой курс по самостоятельному обслуживанию, и там вроде бы описаны простые процедуры, замена масел там и так далее. И вот этот скутер есть показательный пример того, как этот курс может окупиться 10-15 раз, потому что здесь из-за банальной ошибки человек реально влетел на кучу денег. Все произошло банально, человек двигался по трассе и, соответственно, скутер перестал ехать, остановился в какой-то момент. Симптомы обычно говорят, что порвался ремень. Потом выяснилось, что он довольно плохо катается, а когда я задал наводящий вопрос, когда ты менял масло последний раз, он сказал, что делал это буквально 200-300 километров назад. Это очень важно, почему, я расскажу немножко позже. Почему здесь причина не в вариаторе, я могу сказать сразу, потому что он около 8000 километров назад хорошо ремонтировался. Это было довольно давно, человек на этом скутере ездит мало, потому что у него есть второй мотоцикл. Предположим, что я ничего не знаю про историю скутера, и сейчас я расскажу вам, как в принципе диагностировать 650-ку, если она просто встала. Чаще всего все думают, что, наверное, только ремень порваться может, а других причин не бывает, а когда я говорю, что причин может быть много, люди удивляются, а что там еще может произойти. Сейчас я вам в двух словах расскажу, как устроена трансмиссия данного скутера и каков принцип диагностики, который я в какой-то степени даже выработал самостоятельно, чтобы при минимальных затратах хотя бы примерно понять, где искать проблему. У 650-ки довольно массивный силовой агрегат, который начинается прямо за радиатором. Здесь у нас головка, здесь у нас меняются свечи, и заканчивается прямо задним колесом. Но как же он устроен? Все начинается с двигателя. И двигатель у него на самом деле очень маленький. Коленвал у него расположен вот в этой точке, и примерно там, где сиденье начинается, двигатель уже закончился. Все, что дальше, это трансмиссия. Дальше в двигателе расположен демпфер, который гасит какие-то шумы и какие-то колебания, так называемая муфта, как раз которая на старых годах и является причиной возникновения дизельного звука, потому что в ней разбивает шлицы. После этого коленвал соединен с ней зубчатой передачей, то есть это просто как две металлических шестерни, которые плавают в масле. В целом, если не считать дизеля, на старых годах узел практически вечный. Далее. Муфта передает момент на вариатор. Вариатор у нас находится с правой стороны, вот он. Вариатор вращается всегда вместе с двигателем, вернее, двигатель вращается вот так, а вариатор вращается в обратную сторону, потому что шестеренки меняют направление вращения. После чего вторичный вал вариатора уходит на сцепление, которое находится с левой стороны. Сцепление здесь многодисковое, мотоциклетного типа. И там есть 16 грузиков вариатора, которые за счет увеличения оборотов сжимают пакет сцепления. То есть это настоящее мотоциклетное сцепление, но привод у него автоматический. После сцепление также приводит в движение шестеренку. Это видно, если снять левую крышку. После сцепления момент передается в один редуктор. Он состоит из 3 валов и находится прямо вот в двигателе между половинками картера. И чтобы до него добраться, нужно снять и полностью разобрать двигатель. Далее выходной вал и гитара шестеренок на заднее колесо. Это так называемый задний редуктор.
В 650-ке 3 масла. Первое в двигателе, с ним все достаточно тривиально и понятно. Второе в промежуточном редукторе. Многие называют его маслом в вариаторе. Это название некорректно. В вариаторе масла нет, он сухой. И многие считают также, что это масло в сцеплении. Это тоже некорректно. Сцеплением смазывается маслом из двигателя. То есть оно закачивается в сцепление и откачивается потом обратно в мотор. А масло в промежуточном редукторе, несмотря на то, что контрольная пробка находится прямо на крышке сцепления, то есть оно не имеет к сцеплению никакого отношения. И дальше 300 грамм масла у нас в заднем редукторе, туда льется трансмиссионка, там просто все сливная, заливная пробка, заливная, она же и есть контрольная. Но вот с промежуточным редуктором все несколько сложнее. Если 650-ка остановилась на ходу, то первая диагностика, которую я делаю, это снимаю правую лыжу, демонтирую фильтр вариатора, который находится вот здесь. И дальше через окошко можно увидеть крыльчатку вторичного вала. Этого достаточно для того, чтобы запустить двигатель и посмотреть, вращается крыльчатка или нет. Если крыльчатка не вращается, то проблема где-то в вариаторе. Это может быть порванный ремень, это может быть банально загнутый датчик положения щеки, который, если это происходит, разжимает щеки и не дает скутеру ехать с симптомами, кстати, порванного ремня. Также это может быть какая-то проблема с первичным валом, например, срезанные шлицы или обломанный первичный вал. Такое тоже встречается, хоть и редко. Если же вторичный вал вращается, то мы делаем вывод, что проблема не в вариаторе. Она где-то дальше. И, скорее всего, она в одном из двух редукторов. Два редуктора являются очень-очень надежными узлами. Шестерни, которые плавают в масле, они на разных годах бывают прямозубые и косозубые, но они очень надежные. Я не видел ни одного редуктора за все время, за всю свою практику, а она уже больше 13 лет, с 650-ками, который бы умер своей смертью. Редукторы всегда умирают только по одной причине. Это кривое обслуживание, а конкретно отсутствие масла. И вот именно промежуточный редуктор от этого страдает чаще всего, потому что почему-то не для всех очевидно, как в него масло правильно залить. Подойдя к 650-ке с левой стороны и сняв так называемый капот, мы можем увидеть на всех 650-ках, на которых родной пластик, вот такую вот наклейку. И она нам говорит о том, где и какие масла расположены, а красным, ну или оранжевым, не знаю, показаны точки слива или контроля масла. То есть заливная пробка двигателя находится на головке, сливная пробка двигателя находится внизу. Это у нас масло, окошко для проверки масла. Дальше сливная пробка промежуточного редуктора, контрольная пробка промежуточного редуктора и заливная пробка промежуточного редуктора. Если она не откручивается, можно, соответственно, залить через контрольную. Заливная пробка промежуточного редуктора вот такая длинная, под головку на 10. И, соответственно, задний редуктор, который у нас здесь показано, что не связан жестко с мотором, то есть он подвижен, и также сливная и заливная. И вот оно, заштрихованное масло, до какого уровня оно должно быть залито. Здесь все просто и очевидно, но как оказалось, владелец этого скутера, даже имея такую наклейку, и более того, даже имея вроде как опыт обслуживания этого скутера в прошлом, умудрился ошибиться с промежуточным редуктором. Есть много споров, какое масло заливать в промежуточный редуктор. Даже иногда есть мнение, что некоторые мануалы пишут разное. Я лично в промежуточный редуктор заливаю точно такое же масло, как в двигателе. На то есть причины. Во-первых, большинство мануалов именно так делать и советуют. Кто-то льет трансмиссионку, некоторые мои коллеги заливают туда трансмиссионное масло. И оба варианта рабочие. На самом деле не влияет на долговечность. То есть узел настолько надежный, что какое масло ты туда не налей, но он будет работать. И будет он работать практически вечно. Но вот
Главное его туда налить. И в этом самая главная фишка. Потому что почему-то многие люди его оттуда сливают, откручивают нижнюю пробку, а масла там всего лишь 360 грамм, в заднем редукторе 300. И почему-то его туда не заливают. Кто-то считает, что слить масло надо с 2 пробок, а залить только в одну. Я встречал таких людей, которым мы потом меняли двигатель или промежуточный редуктор. Кто-то зачем-то наливает его в центральную маленькую пробочку, которая находится прямо в центре крышки сцепления. Там такая есть подголовку на 12. Они прям упорно заливают туда 360 миллилитров, вымеряют, как, зачем, почему им это в голову приходит, я не знаю. То есть открыть мануал, даже видосы есть. Правда, раньше, мне кажется, по сети гулял видос с неправильной заменой масла в промежуточном редукторе. Значит, как бы залил, проверил, что у тебя потекло из контрольной, гарантированно точно знаешь, что у тебя все в порядке, и поехал кататься, нет проблем. Но вот если что-то с этой заменой пошло не так, то, внимание, вспоминаем мой вопрос, наводящий в начале видео, 200-300 километров назад менял масло. Совершенно классическая история, что редуктор промежуточный без масла ходит 200-300 километров. И в основном это заканчивается просто остановкой на ходу. А в некоторых случаях это может закончиться, как здесь, клином колеса. Честно говоря, клин колеса вижу всего лишь второй раз. И здесь скутер немножко катается, если его туда-сюда подергать. Естественно, редукторы жестко связаны с колесом. Если бы в вариаторе была проблема, даже клин, сцепление бы разомкнулось, и никак бы это не повлияло на то, что скутер катается. В общем, после запуска скутера и после того, как я увидел, что крыльчатка крутится, я сразу же полез сливать масла с редукторов. И, естественно, в заднем редукторе масло оказалось на месте и в порядке, а в промежуточном редукторе стеклось 10-15 грамм, может быть 20, недослитых в прошлый раз. И это сразу же лично для меня уже делает всю эту проблему очевидной. Поэтому снимаем двигатель. Я думаю, что я запишу продолжение уже после снятия. Как снимать, ставить двигатель на 650-ке я вам показывал уже не один раз. Ничего особо интересного в этой работе нет. Просто расстыковываешь скутер весь и дальше разбираешь мотор. И я покажу вам обязательно, как выглядит внутрянка этого мотора. И что с этим дальше делать, думаю, тоже примерно расскажу после того, как мы это согласуем с владельцем. Итак, друзья, двигатель у нас снят. Я демонтировал с него вариатор и сцепление. Значит, после сцепления момент у нас передается вот на эту шестерню, которая заходит в промежуточный редуктор. И промежуточный редуктор находится вот в этом районе. То есть вот эта шестерня должна легко крутиться, и также должен крутиться вал. Но провернуть ее, к сожалению, не представляется возможным. Она заклинена. Вот если я прям постараюсь, то можно услышать там какой-то даже скрип. То есть иногда оно пыталось это делать, но закатить его сюда было целой проблемой. Мы прям поднимали заднюю часть виселицы, даже когда вытаскивали из фургона. То есть это прям беда-беда. Что ж, разберем, и я покажу, что там внутри. 650-ку мы починили, закончили, не стал снимать какие-либо подробности, потому что ничего особо интересного в этом ремонте не было, так как мы просто заменили двигатель. А вот старый двигатель я вам сейчас покажу. Заменить двигатель в данном случае было просто проще, быстрее и целесообразнее, потому что, как я уже говорил, здесь хана промежуточному редуктору. В основном, когда люди не наливают масло в промежуточный редуктор, мопед останавливается, колесо не клинит. В данном же случае произошло очень редкое исключение. Я до этого клин колеса на 650-ке видел только один раз. И там была история, это был очень известный клубный скутер. Это было много-много лет назад, это типа, наверное, 2011-2012 годы. Там владелец перебирал двигатель, ставил муфту нового образца. Наверняка уже многие, если кто-то в Бургман-клубе был, поняли, о ком я говорю. Это была черная 650-ка, по-моему,
Нет, не уверен, что юбилейная. В общем, неважно. Он купил себе другой мотоцикл, Бургман у него какое-то время стоял, потом он продал его другу. В общем, там масло в редуктор было залито, но сливная пробочка, она там такая с довольно длинной резьбой, она была не затянута. И она начала потихоньку выкручиваться, когда новый владелец начал ездить на скутере, и уперлась в пластиковую защитку. Масло очень медленно, потихонечку вытекло. Когда человек понял, что у него там все в масле и все течет, соответственно, он собрался заехать ко мне, потому что старый владелец помочь бы рад, но он был в отпуске. И пока ехал, в общем, случился клин колеса. То есть масло вытекло не резко, а оно вытекало оттуда постепенно. И вот на скорости 80 на Садовом кольце он ехал с пассажиром, у него клинит заднее колесо, и он все нормально. То есть вот сколько случаев клинов заднего колеса по разным причинам на разных мотоциклах я знаю. То есть никто не падал на моей памяти, слава богу. Но вот он стоит такой в левом ряду Садового кольца в районе площади 3 вокзалов и такой, а что с ним делать-то? То есть он не катится ни вперед, ни назад. Остановился гаишник. Сначала остановились несколько мотоциклистов, какой-то кипиш. Гаишник такой, что у вас тут за кипиш? Они такие, да вот, нам бы его как-нибудь на обочину. Он такой, а давай перекрою. В общем, он перекрыл Садовое кольцо, и они его потихонечку на обочину. А потом уже приехал я на своем... это был первый фургон мой уже. Это уже был 14-й год, значит. И, в общем, набрызгал трап ВДшкой, и мы его с охранниками из соседних магазинов благополучно затащили. В общем, чтобы найти где-то редуктор, по сути, нужно донорский бэушный двигатель разобрать. Потому что новый редуктор стоит довольно дорого, долго, сложно. Плюс там бывают прямозубые, косозубые. И все детали редуктора должны быть желательно от редуктора одного типа, иначе просто не соберешь. Такая вот история. Вот так вот выглядит промежуточный редуктор изнутри. Это одна из половинок. И здесь у нас шестеренка плохо очень доставалась из подшипника. Всегда тяжело половинить двигатели, в которых проблемы с редуктором, потому что все это очень плохо разбирается. Тут у нас первым сдался подшипник, он и был причиной заклинивания заднего колеса. Там, если присмотреться, все шарики квадратные, обоймы начали плавиться, потому что температура была безумная. Если мы здесь вот увидим, присмотримся, то обратим внимание на неестественный цвет металла. Он был сильно перегрет. Чаще всего вот эта самая шестерня, когда двигатель встал из-за отсутствия масла в промежуточном редукторе, имеет просто расплавленные шлицы. Такая вот примерно тема. Естественно, все остальные шестерни, которые находятся в данный момент в другой половинке, состояние имеют тоже так себе. И вот смотрите, тут есть, значит, сразу вопрос, а что если собрать этот редуктор просто с новыми подшипниками? Можно и поедет, но скорее всего, во-первых, будет гудеть, а во-вторых, вот этот отпущенный металл долго не проходит. То есть ресурс у него очень большой, но когда шестерни после заводской термообработки, когда вот здесь вот эвольвента, так называемая, на зубчиках жива, а когда здесь уже задиры, износ и так далее, все это не ходит. Тем более металл мягче явно стал после отпуска. К тому же, из этих 6 подшипников в редукторе далеко не все являются стандартными. Я помню, что там есть какой-то 1 или 2 подшипника, которые можно купить только в оригинале. То есть я помню опыт у кого-то, что кто-то ставил неоригинальные подшипники, пытался что-то там скроить, сэкономить, и потом разбирал мотор второй раз. Поэтому, ребята, это не то место, где стоит экономить. И да, сейчас с оригинальными подшипниками стало сложновато. Я пока не знаю, как решать эти проблемы. Благо, вот такая процедура даже у меня в сервисе с тем количеством бургманов, которые приезжают ко мне, она крайне редка. То есть такого не бывает практически никогда. Вот сейчас крупным планом вам покажу профиль шестерни для понимания, что она действительно изношена. Вот этот вал с шестерней у нас выходит уже на заднее колесо, и традиционно он пострадал меньше всего. Но если мы присмотримся, то даже здесь задиры на шестеренке имеются. Редукторы – это вещь, казалось бы, всегда очень простая, но очень тонкая с точки зрения всех зазоров, там вот этой вот всей фигни, правильного рисунка зубчиков. Вот смотрите, это промежуточная шестерня, которая стоит на одном валу с той, которую я вам уже показывал в другой половинке картера. То есть они разобрались по шлицам. У нее состояние примерно такое же. То есть мы прям видим металл
что он прям, ну, синий. Ничего хорошего, в общем, в этом нет. Ну и последняя шестеренка у нас стоит в картере, она не лучше, она тоже перегретая. И вот если мы снимем это стопорное кольцо, снимем шестеренку, то в обратную сторону у нас достанется вал, от которого, собственно, и передается крутящий момент с корзины сцепления. И только после того, как мы сделали все эти процедуры с разбором двигателя и вот достали этот вал, мы получаем доступ к основному сальнику, из-за которого промежуточный редуктор на 650-ке может наполняться маслом. Такая вот история. Также это может происходить из-за плохо положенного герметика вот здесь, потому что здесь очень-очень тонкие стенки, очень все хорошо подогнано. И также может быть виноват вот этот сальник, который можно заменить, сняв вариатор и корзину сцепления. Но чаще всего причина вот в этом, потому что он именно прям плавает в масле промредуктора и в масле, которое внизу крышки сцепления находится. Как мы видим, ситуация печальная, и лучше таких ситуаций не допускать, просто делая ТО вовремя. Если в этом узле есть масло, там не вода, а именно масло, даже без разницы какое, там моторное или трансмиссионное, хотя по мануалу правильно заливать сюда моторное масло, многие сервисы льют трансмиссионку, и это абсолютно ни на что не влияет, редуктор будет ходить, если он чем-то смазывается. В общем, если есть масло, то этот узел практически вечен. Поэтому обслуживайте свою технику нормально. Если кто-то не знает, как сделать ТО самостоятельно и хочет сэкономить на этом денег, напишите мне в WhatsApp, я могу продать вам курсы, они очень подробные, я на видео все со всеми нюансиками рассказываю, у меня есть чек-листы с моментами затяжки, какую пробочку где открутить, куда посмотреть, я там крупным планом объясняю, как продиагностировать шестеренки, как снять, поставить вариатор самому, чтобы его там на ремонт куда-то отправить или что-то. То есть там все максимально подробно, как перебрать помпу, как перебрать задний суппорт. В принципе, если у вас нет никаких пониманий, что делать с 650-кой, но вы не хотите ее доламывать неумением, если у вас мало опыта, то вам эти курсы очень помогут. Все, кто учились, все очень позитивно отзываются, поэтому welcome. Это недорого, это намного дешевле, чем заехать ко мне в сервис в среднем раз в 10+. Так что, пожалуйста. Я очень сильно старался и надеюсь, что вы это оцените. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Всем удачи, всем пока!